Баги в Лиге Легенд ни для кого уже не новость. Как не обновление, так 100% что-то работает не так, как должно. Для всех адекватных людей уже давно стало понятно, что в команде разработчиков больше не осталось нормальных сотрудников. В первую очередь хотя бы делающую свою базовую работу, не говоря о чем-то масштабном, или хотя бы имеющих хоть какой-то талант и понимание, что нужно дать игрокам в первую очередь. Сейчас мы только и видим бесконечный спам однообразных обновлений ради обновлений. И, конечно же, тонну абсолютно уродливых и безвкусных скинов и хромок. Отдел маркетинга в Riot Games не глупый и понимает, что когда игра не только не может прогрессировать, так еще и становится все хуже с каждым годом, остается только клепать одинаковые уродливые скины для узкоглазых, чтобы когда станет совсем жарко, их карманы были набиты. Ведь не доить такую стадную аудиторию просто невозможно. Им действительно очень повезло, что там сидят только хомячье, которые хавают любой высер с названием аниме и розовыми пестрящими оттенками. А значит, можно расслабиться и лутать бабки, ничего не делая. Но они не учли очень важные моменты, что когда начнется переизбыток всякого шлака в клиенте, например, тот же Vanguard, начнут сбоить и другие функции игры, напрямую влияющие на твой игровой опыт. Казалось бы, багов полно в каждой игре, но разработчики других игр хотя бы пытаются их решить в ближайшее время, из-за чего они не ощущаются так болезненно и отталкивающе от игры. Например, помните баг больше месяца назад, когда при загрузке и в кнопке Tab персонаж находился не на своих позициях, из-за чего изрядно так терялось понимание, против кого ты вообще стоишь. Ведь у нас же невероятно гибкая игра, в скобочках поломанная. И приходилось самому уже во время игры перетаскивать персонажа на свое место, теряя время и в целом раздражаясь от подобной, казалось бы, мелочи. Никому не хотелось заниматься этим каждую игру. На протяжении 2, недель люди бегали без нормального загрузочного экрана и списка в табе. С патчем они все-таки соизволили напрячь извилины и пофиксить данную проблему. Но это были всего лишь цветочки по сравнению с тем, что происходит сейчас. Новый баг буквально не пускает тебя в игру, за что конкретно я уже успел получить низкий приоритет, предупреждение о выходе, когда я этого тупо не совершал, ведь все это время ты тратил на перезапуск игры по 3-4 раза в лучшем случае. Обычно она может и не запустить тебя в игру совсем, и команда просто пересоздаст, а виноватым будешь, разумеется, ты. Я, например, уже успешно насладился этим багом на протяжении 3 недель, теряя кучу ЛП, а также теряя возможность сделать запланированный видеоролик про 50 игр на Райзе как можно быстрее. Самое забавное, что я сначала думал, что эта проблема связана напрямую со мной и моим компьютером, что даже заставило меня переустановить винду, удалив кучу важных файлов, пресетов, картинок для фотошопа и мемов для нарезок. Разумеется, долю файлов я сохранил, но время на переустановку, настройку программ я потратил немало. Знаете, я бы не записывал этот видеоролик, если мне бы это помогло, но проблема в том, что это связано с самой игрой. Оказалось, что я не один такой, кто сейчас также страдает от невозможности зайти в игру. К сожалению, я могу лишь предположить, с чем связана данная проблема. И как ни крути, мы снова упираемся в помойку под названием Vanguard, который постоянно докапывается до каких-либо системных файлов, думая, что это софт. Жаль, что отличить настоящий софт от просто файлов эта срань не способна. И я несколько раз встречал чувака с щитами. Но мы все-таки не за этим. Давайте я вам покажу, как выглядит невозможность зайти в игру с этим новым багом, чтобы вы на всякий случай знали, что проблема не у вас, а у бездарной конторы. Вот моменты со стрима. О, кстати, у меня опять игра не работает. Опять зависло. Все-таки это не от винды зависело. У меня ошибка опять. То есть я зря все нахрен переустанавливал. А из-за чего нахрен? Почему не работает? Лига Легенд не отвечает. С чем это связано? Почему не работает? Просто не открывается клиент. Давай, сука. Работай нахрен. Перезагружай комп. Не работает это. Я проверял еще миллион раз. Это не работает, чел. Он просто не открывается. Оно опять не работает. О, запустилось. Спасибо нахрен. Сколько раз я пытался это сделать. Просто говнище. Я не понимаю, что это за хрень. Вот ваше мнение. Захотели бы вы играть в такую игру, если старт игры происходит так? Захотели бы вы пытаться что-либо доказывать в рамках соревнования, если проблемы начинаются еще до входа в саму игру, даже не затрагивая геймплейные элементы? Разумеется, теперь я знаю, как это пофиксить. Нужно кликнуть по ярлыку, открыть свойства и отключить оптимизацию во весь экран. Кажется, что это мелочь, но почему проблему игры должен решать я, а не разработчик? Почему они считают, что они не должны работать? Почему просто
наконец-то не пофиксить это для всех людей, а не заставлять их тыкаться во все существующие кнопки, лезть в файлы игры, в поисках их проблем, чтобы как-нибудь это заработало? Почему сейчас сервера начали падать прямо во время матча, что все участники видят скачки пинга, теряя моменты, в которых они могли победить, или просто оказать давление на карту? Или вот забавный момент. Они пишут, что мы должны это решать со своим провайдером. Правда, что конкретно нужно решить, не говорят. А зачем? Пусть провайдер голову ломает. Это же его игра, да? Почему настолько плохое состояние игры? Киберспортивной игры, я напоминаю, за 15 лет мы получаем только видос от разработчиков, которые просто ржут на протяжении 10 минут. Вместо починки хитбоксов у персонажей, которые уже не то чтобы хотелось бы пофиксить, а уже прям надо. Потому что уже позорно умирать от люксы, которая ничем в тебя не попала, но урон засчитала. Станаши, хук БЦ и еще куча всего требует переработки. Уже пора поменять квадратные хитбоксы на круглые, как это сделали в КС уже давно. Да и сколько еще нужно багов, чтобы вы уже сделали новый клиент? Почему разработчик Riot Games, а за игру стыдно мне? Игра, которая выиграла однажды конкуренцию с Дотой, сейчас по всем фронтам глотает пыль и становится с каждым годом все более неиграбельной, что с технической части, так и геймплейной. Неужели самим разработчикам не было бы приятно видеть, как все хорошо работает без костылей? Камон, у меня персонаж в Т-позу встает. Игре 15 лет, напоминаю. В Т-позе стою, видал? Чекай, где моя смерть? Смотри. Я в Т-позе стою. Лига игра без багов, кстати. Лига игра без багов. Лига, да. Игра без багов. Типа, в Т-позе. Я такого дерьма не видел уже очень давно в играх. В Киберпанке только был, который сырым вышел. Я не играл в Киберпанк. Я не смотрел сырой Киберпанк, поэтому, понимаешь. Просто тип в Т-позе стоит. Imagine. Я такого не видел ни в одной игре, чтобы разработчики настолько не уважали свою игру и вас, свою аудиторию. Это просто позор. В этом видео есть хэштег RiotFixGame. Я хочу, чтобы вы спамили им где только возможно, начиная от комментариев под этим роликом, заканчивая поддержкой Рулола. И я, конечно, понимаю, что с моей маленькой аудиторией не достучаться до этих забивших хрен на все уродов. Но я горд за то, что я хотя бы попытаюсь сделать шаг, и что именно мне, как игроку, не все равно. Пока помойная комьюнити продолжает скупать скины и радоваться, что только что купили картинку в интернете за Warprice, не давая мотивацию разработчикам хоть что-то сделать в игре. Спасибо вам за просмотр этого маленького ролика. Заглядывайте ко мне на Twitch, мы обязательно дострадаем эти 50 игр на Райзе. И будем очень надеяться, что в ближайшее время игра наконец загнется. Может, тогда они поймут, что такое настоящая работа.